Привет, друзья! Сегодня в видео я покажу путешествие за красивыми видами, акулами и впечатлениями. Мы с моей девушкой Леной поедем в национальный заповедник Египта под названием Рас-Мохаммед. Мы взяли индивидуального гида на автомобиле, который проводит экскурсии, и поехали пораньше, пока туда не завезли туристов. Но из-за того, что мы задержались, когда искали крабов, нас догнали. Ну что ж, давайте посмотрим. Заповедник Рас-Мохаммед находится на самом краю Синайского полуострова. И местные из-за его формы, которая похожа на голову человека, называют его головой пророка Мухаммеда. Общая площадь парка составляет 480 квадратных километров, из которых 345 квадратных километров приходится на водную поверхность. Благодаря его местонахождению, рядом с известным курортом Шарм-эль-Шейх, в парк ежедневно привозят толпы туристов, как по земле, так и по воде. Наше путешествие на яхте к Рас-Мохаммеду было не самым приятным, поэтому мы не сняли много материала. И если говорить о впечатлениях и комфорте, то индивидуальная экскурсия на автомобиле со своим гидом – это идеальный вариант. Мы выехали около 8 часов утра. Взяли с собой фрукты, воду, крем от загара, маски, ласты, полотенца и паспорт. В целом, этого набора достаточно для поездки в заповедник. Расстояние от города до заповедника всего ничего, несколько километров. Неподалеку от блокпоста, на котором проверяют паспорта выезжающих. Для тех, кто никогда не был в Египте, знайте, чтобы попасть в Шарм-эль-Шейх на период до 15 дней не нужна виза. Но если вы хотите поехать в Каир, посмотреть пирамиды или какие-то другие территории, то вам нужно будет оформить обычную визу в аэропорту. Стоит она всего $25. Мы успешно прошли проверки полицейских, оплатили билет на въезде, теперь находимся на территории самого заповедника. Первая наша остановка – это залив Баракут. Это отличное место для красивых фотографий и посиделок на пустынном песке. Но это для тех, кто не боится разной какой-то пустынной живности. Вообще интересно, что многие боятся побывать в Египте из-за акул, хотя риски погибнуть или захворать от чего-то другого здесь намного больше. Интересно, что на территории Рас-Мохаммеда находится несколько пропускных пунктов. Один из них прямо перед заливом. Вероятно, это связано и с дополнительным контролем, чтобы никто никуда не съехал, ну и тем, что здесь находится такая спрятанная мини-база военных. При проезде через такой пропускной пункт вам выдают бумажку с номером, которую нужно передать военным на следующем посту или же на обратном пути. И вот, наконец, мы заезжаем на территорию залива. Нас встречает покатый склон и рассыпанный на дороге песок. Мы ездили в Египет в середине июля и попали в самую жару. Это ничего страшного, но было очень сложно работать с техникой. Вдобавок, возможно, у военных стояли глушилки, и поэтому мою речь услышать можно редко, как, например, в этих местах. Мы дальше поедем. Там будут еще врата Аллаха, которые были искусственно, но это сделано для туристов, чтобы можно было это посмотреть, как определенная местная достопримечательность. Сам залив небольшой, и достопримечательность его основная – это вид на лазурную воду и барракуд, которые стаями плавают внизу. К сожалению, в этот день мы не увидели этих рыб. Но одна из них дежурила прямо под понтоном на берегу нашего отеля. Вначале я даже не понял, что это, и хотел к ней подплыть. К счастью, эти рыбы так просто не атакуют людей, хотя случаи были. Повторюсь, в основном в этом месте любят снимать красивые виды. Что мы и сделали. А солнце нас чуть не изжарило. Это еще только 10 утра. Что будет дальше? Что мы пойдем покупаемся. А то без купания так мы точно бы сдохли. Следующая наша остановка – это врата Аллаха. Они были искусственно созданы как символ, но все-таки выглядят интересно. Расскажу на месте. По пути к вратам нам открывается хороший вид на море, и чувствуется хотя бы небольшая, но прохлада. Если, кстати, заметили, по обочинам дороги не совсем пустыня, а растут какие-то вершки и корешки. Показатель того, что почва здесь более пропитана водой, нежели на других территориях. Мы удачно приехали, когда еще никого нет. Ворота Аллаха – это памятник, воздвигнутый в честь наступившего мира. Они установлены таким образом, что если смотреть на них со стороны Египта, то огромные монолиты складываются в слово «Аллах» на арабском языке,
А если взглянуть на ворота с противоположной, израильской стороны, то можно прочесть то же самое, только на идиш. Около ворот Аллаха останавливаются автобусы, и еще бодрые туристы фотографируются в разных форматах. Мы также воспользовались случаем и сделали несколько прикольных фотографий. И, конечно же, сняли видео, на котором меня нифига не слышно. Наш дальнейший путь идет по дороге вдоль моря к роще с мангровыми деревьями. Интересно, что дорога здесь ограждена не бордюром, а аккуратно сложенными камнями. Вдоль берега мы видим коралловые рифы, которые мы осмотрим позднее. Мангровые деревья на вид невзрачны, но опресняют морскую воду и откладывают соль на листьях. Кроме того, их крона – это убежище для птиц. В рощах там находятся гнезда с пищащими птенцами. Тут живет много крабов, которые мы сумели заснять. И теперь перейдем к комментариям нашего гида. Мы приехали с вами на мангровые рощи, посмотреть деревья, которые растут в воде, в соленой, пропускают через себя соленую воду, опресняют ее. На листиках у этих деревьев с обратной стороны кристаллы соли. Корни этих деревьев выступают над сушей 30-40 сантиметров. Они тоже как бы являются дыхательными, ну как носом у деревьев, поэтому деревья через них дышат. А вода в этом проливе намного преснее, чем в соленом Красном море. Ну, здесь остров Мангаров и деревья. Здесь огромное количество крабов. Крабы называются скрипачи с синей спиночкой и с оранжевой огромной клешней. После того, как гид рассказал о своем видении, мы перешли к осмотру крабов. Кстати, если вы также хотите посетить Ras-Mohammed на отдельной машине и со своим гидом, то переходите по ссылке в описании и бронируйте. Крабы здесь выглядят очень интересно. Корпус синий, одна из клешней огромная и оранжевая, норок в земле много. В общем, оставлю тут несколько моментов специально для вас. Сейчас следующая остановка у нас будет на разломах. Разломы эти произошли более 2000 лет назад. Огромное землетрясение раскололо землю, и, соответственно, образовались эти два огромных разлома. Один разлом глубиной 10-15 метров, приливы-отливы, вода, значит, прибывает, убывает. Ну и, соответственно, ходить по этим разломам нельзя, можно только посмотреть, пройти вдоль и сфотографироваться. Второй разлом в виде лунного кратера. Ну, говорят, нырнешь в разлом, выплывешь в Красном море. Не знаю, пока никто не пробовал, но туристы всегда спрашивают. И вот, когда мы вышли из машины, сразу смотрим описание. И как бы вам не хотелось прыгнуть, тут указание не спускаться. После мы пошли посмотреть разломы. Что же в них такого? Вот сегодня, видишь, воды мало, поэтому разлом он мелкий. А так воды вот до сюда. Вот это разлом. Видишь? С этой стороны безопасно пройти. Вот это один из разломов, который остался после землетрясения где-то примерно 2000 лет назад. Земля раскололась, и вот вы видите, тут море осталось посреди пустыни. Ну, приливы, отливы, глубина разлома, как я уже говорю, 10-15 метров. Туда заходить нельзя, но очень красивый вид сверху. Можно пройти вдоль разлома до конца, и там есть такое очень интересное место в виде сидюшечки такой, как креслице, и сфотографироваться на фоне всего разлома. Мы решили посмотреть, что это за место. Чтобы увидеть то, о чем я вам говорила, о креслице, то надо вот обойти с этой стороны, и тогда вы поймете, что я вам сказала. Вот смотрите, с этой стороны очень красиво, можно вот присесть вот в этот вот как раз остатки бывшего коралла мертвого. То там сделано как креслице, можно пройти, присесть сюда. Вот, проходи, присаживайся вот сюда, тихонечко только аккуратно, садись, вот, видишь, как кресло. Садись, и на фоне всего разлома получается очень красиво. Далеко пошла? Куда пошла-то? Вот она, попа, да, Лена, ну что ты не... Вот она, вот, да, вот и все, в троне. Здесь красиво как бы фотка получается. Далее мы пошли посмотреть на маленький разлом, который оказался небольшим и замусоренным. Пришли в итоге к озеру Желаний. Выглядит очень красиво. И по секрету,
Мне ужасно хотелось искупаться, поэтому было не до ритуалов, о которых рассказывает гид. Успели только намазаться грязью. Давайте немножко послушаем, что она расскажет. Мы обычно всегда так проходим. Пешком, фоткаемся, и потом следующая остановка на озере Желаний. Единственное на планете, которое не видно со спутников Земли. Когда прилив, это залив Желаний. Когда отлив, там есть перешеек, это озеро Желаний. Уникальное озеро, оно меняет свою окраску 3 раза в день. Получается либо бирюза, либо цвет пустыни, либо серебро. Сказывать легенду. Значит, одна девушка в Египте была очень, такая некрасивая, ничего в жизни не получалось, но в результате услышала она про это озеро Желаний. Приходит она на это озеро, и тут сидит старый бедуин. Он старый человек, значит, мудрый, решила его спросить, что же мне сделать с этим, как говорится, со своей жизнью. А он ей говорит: я знаю, зачем ты пришла, не надо мне ничего объяснять, я тебе просто скажу, что надо сделать. Надо собрать 3 камушка, загадать 3 желания, бросить эти камушки в озеро Желаний и окунуться 3 раза с головой, заходя в воду с правой ноги. И все твои желания исполнятся. Сначала мы намазываемся грязью, СПА-процедура, потому что здесь есть уникальные сероводородные грязи, нанеся которые на тело, продержав буквально 15 минут, вы получите шикарную кожу, как у младенца. И, соответственно, они излечивают от очень многих разных болезней. Озеро находится совсем рядом с рощей мангровых деревьев и по факту является небольшим заливом. Хотя нет такого явного сообщения с Красным морем. Интересно, что если вы поедете на экскурсию в Рас-Мохаммед на яхте, то совсем не попадете на это озеро. Все, давайте перейдем к озеру Желаний. Мы переоделись и пошли окунуться. Вокруг никого не было, озеро было только для нас. Я, как самый подгоревший, пошел купаться, а Лена решила испытать грязи. Следующая точка маршрута – это пляж, на котором мы посмотрим коралловые рифы. На индивидуальной экскурсии также можно пройтись половить крабов вдоль берега, чем и воспользовалась Лена, а я решил отдохнуть. В итоге я, ожидая ее в маске и с подводной камерой, снял, как она с ними играется, и они ползают по ней. Мы заплыли за кораллы и поняли, что нам очень не повезло. Это я уж не говорю про камеру. Проблема – это сильный ветер, грязь, которая поднимается с волнением на море, и самое главное – это уйма туристов, которые тоже в этой суматохе хотели что-то разглядеть. Я все равно пробовал нырять, но часто в кого-то врезался. Поэтому, чтобы не травмировать вашу психику и глаза, включим кадры из этих мест, но с оптимальным качеством. Кораллы, правда, очень красивые, рыб много. К слову, если вы хотите посетить эти места, как и мы, на индивидуальной экскурсии, то контакт для записи на экскурсию находится прямо под видео. Рекомендую. Наплавались вдоволь. Теперь последний пункт программы – Акулья обсерватория. Вообще, Sharks Observatory называется мыс, на который мы будем забираться. В целом, это вертикальная стена высотой 90 метров. Тут часто погружаются дайверы. Место погружения находится прямо под обрывом обсерватории. Надводная часть рифа выступами похожа на башни, которые, приближаясь к поверхности воды, уменьшаются, а под водой превращаются в неровную стену рифа, покрытую мягкими кораллами. Если продолжать движение вдоль стены, можно войти в красивую пещеру с большой трещиной в верхней части. Это я вам как по дайвингу говорю. И из этого отверстия можно выйти на риф. Но даже если вы не дайвер, то тут можно прямо в ногах увидеть красивых рыб и искупаться вдоль рифа. Перед тем, как окунуться вниз, мы решили подняться наверх и осмотреться вокруг. Вид там был правда классный. Конечно, мы очень устали, поднимаемся уже в полдень и температуру 50+, но все-таки держимся. Фото оттуда вышли классные. Мы увидели через телескоп, как тусят на яхте. Ну и напоследок, важно предупредить. В Египте есть разные опасности – кораллы, акулы, торгаши
Но главная опасность – это ваша невнимательность. Не забывайте об этом и смотрите другие видео.